Сегодня мы заглянем в мрачный мир железнодорожных катастроф, где каждая секунда и малейшая ошибка могут изменить судьбу множества жизней. Свидетельства встреч многотонных стальных гигантов, записанные камерами, открывают нам ужасные столкновения, которые навсегда остаются в памяти. Истории о неверных решениях и пугающих моментах на путях ждут своего часа, чтобы напомнить о хрупкости безопасности и значении точности. Оставайтесь с нами, чтобы окунуться в хронику роковых мгновений и понять, как каждая авария становится уроком для будущего. Работа камермана в Казахстане стала решающей, когда произошел один из крупнейших инцидентов с поездами. На пересечении железнодорожных путей и главной артерии междугороднего сообщения вагоны внезапно отцепились от локомотива и начали свое зловещее движение назад. Это было пугающее зрелище, но которые многочисленные водители, застигнутые врасплох, не могли не заметить. Вопреки ожидаемой безопасности на путях, нерегулярное движение поездов стало причиной паники. Некоторые быстрее возвращались к автомобилям, сигналя друг другу, чтобы разъехаться с выскакивающим составом. Эта ситуация подчеркивает необходимость строгого контроля и обслуживания железнодорожных систем. Ошибки, допущенные в управлении, могут иметь катастрофические последствия. Катастрофы на железнодорожных путях напоминают нам о мгновениях, когда одна ошибка может обернуться трагедией. В памяти остаются сцены, где каждая секунда навсегда изменила судьбу многих людей. Так, происшествие в Гренвилле, Англия, в 1981 году стало следствием недостаточной координации и дефектной связи. Унесло множество жизней и стало горьким напоминанием о важности надежности в транспорте. Не менее шокирующей была авария, произошедшая в Испании в 2013 году. За мгновение до столкновения поезд, двигаясь с превышением скорости, потерял железнодорожное полотно и привел к гибели 79 человек. Трагические события на железной дороге напоминают нам о необходимости постоянного совершенствования систем безопасности и более строгого контроля за их соблюдением. Эти страшные происшествия учат нас внимательно относиться к самым мелким деталям, ведь каждый из них может стать решающей в роковые минуты. Каждое путешествие по железной дороге имеет свою неповторимую атмосферу, но иногда может обернуться испытанием. В один дождливый день, когда реки Мумбаи вышли из берегов, поезд попал в водоворот событий, достойных остросюжетного фильма. Среди пассажиров оказался Раджив, который стал свидетелем того, как два мощных локомотива, казалось бы, безнадежно застряли в путанице непредсказуемых обстоятельств. Погруженные под воду рельсы стали серьезным вызовом для машиниста, в то время как поезд «Фантом» внезапно возник из водной завесы, шокируя всех. Эта сцена развернулась на одной из самых загруженных и динамичных железнодорожных линий мира. Раджив и его спутники с замиранием ожидали развязки, когда другой состав из ниоткуда появился прямо по курсу. Неожиданное столкновение оставило всех пассажиров ошарашенными зрителями происшествия. Неисправная сигнализация и коварно-скользкие рельсы стали следствием проливных дождей. Этот инцидент стал напоминанием о том, как легко и быстро невероятное может превратиться в реальность и как уязвимы мы перед стихией и технологией. Аварии, происходящие на железных дорогах, несут в себе не только трагедии, но и важные уроки для будущего. Исторический случай с опытным машинистом Эриксоном, который в последний момент пытался предотвратить столкновение в китайской провинции Шэньдун, показывает, как мельчайшая ошибка системы может привести к катастрофе. Два поезда, схлестнувшиеся на огромной скорости, стали тем ярким примером человеческих и технических промахов. Каждая трагедия подобного рода позволяет глубже понять недочеты и ошибки, сделанные на этапе проектирования и эксплуатации. В данном случае программное обеспечение оказалось слабым звеном, и после тщательного анализа и исправления подобные столкновения были предотвращены в будущем. Инциденты на железных дорогах всегда привлекают внимание, особенно если их удается запечатлеть на камеру. Неудачное расположение полугрузовика на путях в Сан-Антонио — лишь один из примеров сложных ситуаций, которых можно было бы избежать с большей осторожностью. Водитель из Вашингтона оказался в центре событий, о которых заговорили местные национальные СМИ. Его ошибка в координации действий при пересечении путей привела к неизбежному столкновению с мощным составом Union Pacific Railroad. Подобные инциденты не редкость. В истории уже видели, как человеческая ошибка или технический сбой по вопросам планирования разрывают привычный порядок. Вспомним катастрофу на станции Гренвилл в Южной Австралии в 1915-м, где магистральный поезд не успел затормозить и столкнулся с пустым пассажирским составом. Эти события всегда напоминают о важности соблюдения протоколов безопасности и технологической точности. Даже с современными системами защиты и мониторинга все еще существует фактор человеческой ошибки.
Столкновения поездов стали не только трагедиями, но и важными уроками для всей железнодорожной индустрии. Один из ярких примеров произошел в 1995 году недалеко от Маунтин-Вью, где из-за ошибки оператора пассажирский поезд столкнулся с грузовым, что выявило серьезные сбои в системах сигнализации. Не менее значимым было происшествие 2008 года в Чатсворте. Ошибка машиниста, отвлекшегося на мобильный телефон и проигнорировавшего красный сигнал, стала причиной масштабной аварии. Это событие ускорило внедрение автоматизированных систем управления поездами, что значительно повысило уровень безопасности на транспорте. В 2015 году случай из Филадельфии вновь поставил вопросы о безопасности поездов. Пассажирский состав на высокой скорости сошел с рельсов, что акцентировало необходимость жесткого контроля за соблюдением скоростного режима. Каждая из этих катастроф стала катализатором перемен, способствуя внедрению более современных технологий и улучшению систем безопасности. Сегодня железнодорожные компании и власти работают в тандеме, чтобы обучение на ошибках прошлого приносило свои плоды. Они активно проводят тестирование и исследования, чтобы снизить риск повторения подобных трагедий и обеспечить более безопасное будущее для пассажиров и сотрудников железнодорожного транспорта. В Сило, штат Техас, произошел впечатляющий инцидент, который, к счастью, обошелся без жертв, но вызвал бурную общественную реакцию. На довольно крутом участке дороги местный водитель по имени Боб попал в затруднительное положение, когда его грузовик неожиданно застрял на железнодорожных путях. Боб, проявив быстрое реагирование, успел покинуть кабину незадолго до того, как мощный поезд устремился на него. Эти инциденты напоминают нам о других подобных происшествиях, стекающихся в мировую хронику аварий. Например, в Канаде, где был зафиксирован случай, когда грузовой поезд протаранил грузовик, оставленный без присмотра на заснеженной трассе. Выжившим в таких ситуациях часто удается спастись лишь благодаря полосе удачи. Такие происшествия, происходящие повсюду, от тихих городков до оживленных мегаполисов, как этот в Техасе, подчеркивают жизненную важность безопасного поведения и осмотрительности на дорогах. Человеческий фактор остается непредсказуемым элементом в управлении безопасностью дорожного движения, но имеет критическое значение. Порой судьба проявляет невероятную благосклонность, как в случае с рабочими на железной дороге в Эггингтоне, едва избежавшими столкновения с поездом. Эта история заставляет вспомнить множество других событий на железных путях по всему миру, когда вовремя принято решение или чуточку удачи спасали жизни. Каждый из них оставляет незабываемые впечатления и ценные уроки. Подобные инциденты, чаще всего вызванные нарушением координации или игнорированием правил безопасности, становятся напоминанием о хрупкости человеческой жизни. Тем не менее, счастливые спасения служат вдохновением к постоянному улучшению практик безопасности. В Эггингтоне своевременное предупреждение оказалось спасительным, и оно подчеркнуло значимость современных технологий и создания безопасных условий труда. Рабочие покидают пути буквально за секунду до проносящегося поезда, заставляя сердце сжаться. Это оставляет не только чувство облегчения, но и заставляет задуматься о важности постоянной бдительности и ответственности подхода к организации работы. Это событие служит напоминанием, что обучение и внедрение соответствующих мер безопасности должны оставаться в приоритете, чтобы подобных инцидентов никогда не происходило. Всякий раз, когда многотонные массы встречаются, последствия неизбежно катастрофические. За последние годы участились случаи столкновения поездов с грузовиками, за которыми часто стоят человеческие ошибки. Один из таких случаев произошел в небольшом городке Уингейт, Северная Каролина, где грузовик под управлением водителя неожиданно застрял на путях. Трагедия стала третьей по счету подобной в этом городе. Однако для водителя не оказалось препятствием наличие открытого алкоголя и наркотиков. Арест, последовавший из-за аварии, вновь подчеркнул важность строгих мер против вождения в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Эти примеры служат мрачным напоминанием о других крупных столкновениях на рельсах по всему миру, где небрежность и нарушение правил обрекали сотни жизней на опасность. Каждое из таких независимых происшествий по-своему ужасает, но вместе они кричат о необходимости улучшения техники безопасности и обучения водителей. Судьба этого водителя и других участников отдельных трагедий подчеркивает постоянную угрозу, создаваемую человеческой халатностью, и напоминает о важности бдительности на дорогах и железнодорожных переездах. Тема столкновений поездов всегда вызывает у меня страх и любопытство одновременно. Каждый раз, когда я слышу о подобных случаях, вспоминается история фермера из Польши. Но сегодня я хочу рассказать о моментах, когда машины сталкиваются с молниеносной и неумолимой силой железнодорожных составов. Вспомнить хотя бы катастрофу в Андрау, Индия, в 2013 году. Тут грузовой поезд поднял в воздух целый пассажирский вагон после неверного переключения путей. Или, например, инцидент в Буэнос-Айресе, когда неуправляемый поезд врезался в станцию Оне.
Таких свидетельств на платформах приходит с каждым годом все больше и больше, и кажется, что предупреждения на железнодорожных переездах стоят не просто так. На перегоне между Карагато-Туба и Сан-Себастьян произошел беспрецедентный инцидент, который я наблюдал. Двойное схождение поездов с рельсов. Первый состав сорвался с путей из-за ошибки в управлении стрелками. На месте ситуация была хаотичная, цистерны с горючими разлились возле вагонов с грузом опасной химии. Тут оперативно прибыли рабочие, стремясь быстро устранить последствия аварии, но время оборачивалось против. Пока все спешно очищали пути и перегружали вагоны, на горизонте появился встречный состав. Бригадир смены заметил приближающийся поезд, кричал в мегафон, чтобы все убирались с путей, однако система сигнализации вышла из строя. Неразбериха охватила бригаду, и в скоротечной панике не удалось предотвратить повторное крушение. Противостоящий состав на полной скорости врезался в уже разбросанные вагоны. Двойное крушение стало страшным напоминанием о том, как важно соблюдение протоколов и профессиональное внимание к деталям. Оба инцидента вызывают комплексное расследование и подчеркивают необходимость обновления инфраструктуры железнодорожной системы Бразилии. Я вспоминаю два момента, когда мощь и ошибки сцепились на рельсах, оставив зрелище, которое не забудет никто. Первый из них произошел на снежных равнинах Канады. Казалось, что поезд величественно шествует по маршруту, но судьба решила иначе. Внезапно колеса начали скользить, оставляя за собой шлейф искр. Несмотря на все меры предосторожности, произошел сход с рельсов, и вагон за вагоном кувыркались в сторону, погребая и товарный груз, и мечты людей за железными стенами. Другой случай случился в штате Пенсильвания. Локомотив небрежно вошел в путь, где рельсы уже были повреждены временем и усталостью. Внезапный рывок, и вновь поезд сошел с рельс. Металлические частицы от вагонов превратились в смертоносные осколки, разлетаясь во все стороны и нанося урон не только машине, но и самой железной дороге, оставляя после себя хаос и разрушение. Поезда, символы прогресса и индустриализации, часто становятся свидетельством человеческой ошибки. Один шокирующий эпизод произошел в Данкерке, когда, казалось бы, обычное утро превратилось в хаос. Инженер поезда заметил клубы дыма, поднимающиеся из двигателя. Пожар разгорался быстро, и несмотря на четкие действия местной пожарной бригады, этот инцидент навсегда отпечатался в истории как важный урок о пожарной безопасности на железной дороге. Этот случай напомнил мне другой драматический эпизод в Мичигане. Там поезд, стремительно мчась сквозь ясное утро, внезапно ушел с рельсов. Инженер пытался удержать состав на пути, но система подъезда к токам сбоила. К счастью, никто не пострадал. Так анализы происшествий стали частью ежегодных учебных материалов для инженеров по всему миру. Эта история начинается с инцидента на железнодорожной платформе, где женщина, оставившая коляску, всего на мгновение потеряла бдительность. Коляска скатилась на рельсы, и вскоре ее раздавил поезд. Это напомнило мне о том, насколько непредсказуемыми могут быть ситуации на железных путях. Вспоминается крупнейшее железнодорожное столкновение в истории, случившееся в 19 веке на линии в Чили, которое произошло из-за неисправного сигнального оборудования и человеческой ошибки. В последние десятилетия технологии значительно улучшились, но благополучие пассажиров по-прежнему зависит от их внимательности и профессионализма машинистов. Недавно был еще один инцидент, когда водитель поезда вовремя заметил препятствия на путях и запустил аварийное торможение. Машинист успел предупредить пассажиров, тем самым предотвратив возможные жертвы. Во многом такие ситуации зависят от бдительности и опыта профессионалов на железной дороге. История знает множество крупных железнодорожных катастроф, но те, что были зафиксированы на камеру, вызывают вдвойне больше шока. В 2008 году поезд компании Norfolk Southern внезапно окутался пламенем. Свидетели и камеры запечатлели этот ужасный момент, когда состав, нагруженный опасными материалами, превратился в гигантский костер. Вспышка дала толчок к пересмотру мер безопасности, но была еще одна трагедия впереди. Спустя 14 лет, в 2022 году, на линии RTD произошел еще один сход с рельсов, который потряс общественность. Машинист на высокой скорости вошел в поворот, не справившись с управлением. Учитывая оба случая, нельзя не задуматься о человеческом факторе как о главной причине таких инцидентов. В обоих случаях ошибка машиниста сыграла ключевую роль, однако технологии позволили нам учиться на этих трагедиях, чтобы предотвратить новые. Пока экипаж стремительно восстанавливал сцепку поезда, я вспомнил о трагедиях прошлого, когда подобные поломки оборачивались катастрофами. Один из самых страшных инцидентов в истории железнодорожного транспорта произошел в Великобритании в 1999 году. Неисправность автоматических тормозов привела к столкновению поезда в Паддингтоне. Еще я часто думал о случае в Индии в 2011 году, когда ошибки управления привели к тому, что поезд потерял контроль и врезался в другой состав. Этот материал стал решающим для анализа
и улучшение систем безопасности на железных дорогах страны. Человек, ответственный за ремонт сцепки, всегда помнил о этих трагедиях, знал, как дорого стоит цена ошибки. Благодаря предусмотрительности и профессионализму многих инженеров, таких как он, сегодня автоматически включается система безопасности, предотвращая повторение былых ошибок. Представьте себе сцену. Массивный грузовик остановился на железнодорожных путях. Его шофер нервничает, понимая, что стал причиной катастрофы. Как и многие другие случаи, когда поезда сталкивались с транспортными средствами на путях, ошибочные действия и недооценка ситуации сыграли роковую роль. Один из самых обсуждаемых инцидентов произошел в 1995 году в Техасе, где грузовик, пытаясь проскочить на красный сигнал, был протаранен пассажирским поездом. Другой инцидент развернулся в 1998 году в Германии. Тройной состав пассажирского поезда столкнулся с грузовиками, находящимися на путях, спустя всего несколько секунд после отключения контрольного сигнала системы. Эта авария ярко демонстрирует, насколько велик риск, когда невнимательность и неверные решения застилают глаза водителя. Этот случай с водителем грузовика напоминает нам об этих трагедиях. Хотя этот человек избежал серьезных повреждений благодаря чуду, ситуация могла обернуться гораздо хуже. Элементарные предостережения и соблюдение сигналов оставаться пустыми словами. Изучая трагические происшествия на железнодорожных путях, мы осознаем критическую важность бдительности и быстроты реакции. Эти события напоминают нам о необходимости соблюдения мер безопасности и постоянства на этом пути. Современные технологии открывают перед нами новые горизонты, обещая повысить уровень безопасности в транспортной системе. Автоматизация, искусственный интеллект и другие инновации могут стать ключевыми факторами, позволяющими избежать человеческих ошибок и предотвратить катастрофы. Уже в ближайшем будущем эти разработки могут преобразить железные дороги, обеспечив их надежность и стабильность. Оставайтесь с нами, чтобы узнать о новых достижениях, которые еще больше обезопасят наши передвижения. В заключение важно подчеркнуть, ошибки и столкновения на железнодорожных путях – это напоминание о человеческой уязвимости и необходимости стремиться к совершенству в вопросах безопасности. Надежда на технологии велика, но обучение и ответственность каждого из нас остаются критическими компонентами безопасного будущего железнодорожного транспорта. Бережное отношение к каждому аспекту движения является залогом снижения риска аварии и создания более защищенной транспортной среды. А сейчас, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.